Привет-привет! Меня зовут Людмила, и с вами Людмила Шпакова в потоке. Наш сегодняшний разбор называется так. Мой новый знакомый. Что он думает обо мне? И у нас с вами будет 3 позиции. Выкладываю их перед вами. Пожалуйста, загадывайте ваших новых мужчин, новых знакомых. И мы с вами первоначально познакомимся с этими знакомыми поближе, сделаем небольшую сигнификацию этих людей. Может быть, сигнификация покажет, что между вами, что вы определились, правильно ли вы загадали позицию или нет. Вот, значит, и после сигнификации будем смотреть, что человек думает о вас и каковы его намерения в вашу сторону, То есть вы ему вообще для чего, с какой целью этот человек пришел в вашу жизнь. 2, 3 идут в ожидание. Начинаем с единичек. Кто пришел? Человек зависимый пришел с зависимостями. Скорее всего, это разведенный мужчина, или разведенный, или вдовец, у которого есть определенные зависимости. То, что я могу здесь прям считать, это компьютерные игры или же какая-то зависимость от ставок, то есть что-то в интернете, что-то в компьютере. И алкоголь. То есть, если ваш не алкоголик, если ваш не любитель, приложиться к бутылочке, значит, ситуация не ваша. Еще, что я могу сказать, если вы только-только познакомились, сходили на первое свидание, и человек вообще чурался алкоголя, то есть говоря, что ты возьми себе бокал вина, я не буду, ты возьми себе что-то там, коктейля, я ни в коем случае, я вообще не пью. То здесь мужчина может быть закодированный, пытается бросить и так далее. Здесь однозначная связка с алкоголем присутствует. И у человека серьезная проблема, связанная с этим. Вот, значит, что еще? Что о нем можно сказать? Его профессия, она связана с передвижением. То ли он куда-то ездит в командировке, то ли он куда-то ездит на вахты, то ли он таксист, то есть может быть таксист, может быть пилот, опять же, но пилот и алкоголь это как-то и таксист и алкоголь. Какие-то, на мой взгляд, несовместимые вещи, но здесь человек может работать постоянно куда-то передвигаясь. Вот, значит, сам по себе мужчина достаточно такой прижимистый и очень хочет получать сексуальное удовольствие бесплатно. Я не удивлюсь, если этот человек с сайта знакомств, потому что на выбор у него есть 3 женщины. То есть на сегодняшний момент, кроме вас, есть 3 женщины, которые его так или иначе интересуют, с которыми он, скорее всего, ходит на свидание. Может быть, и не с сайта знакомств, но женщины на лицо. Женщины на лицо. Этот мужчина не то чтобы выбирает себе таких женщин, наверное, мечтает. Мечтает найти себе замужнюю женщину, которой нужен был бы только секс, без всяких вложений. И он хочет встречаться с замужней женщиной чисто сексуально. Чисто сексуально, потому что у него здесь нет никаких намерений никого обеспечивать. У него нет намерений создавать семью и нет намерений строить так называемые отношения. Он хочет просто спать с женщинами на халяву. И прямо сейчас, в момент, когда вы с ним познакомились, он встречался еще с 3 женщинами.
плюс-минус, да? Ну, хорошо, ладно. Что этот мужчина думает о вас вообще в целом? Угу. Он думает о чем? Первое, вы очень красивы. Жезловая королева, звезда. Очень красивая, чувствительная, эмоциональная и очень сексуальная. Обладаете ведьминской привлекательностью. Да? То есть, когда вот он на вас смотрит, у него возникает притяжение, и он его ничем не может ни сбить, ни объяснить. Да? То есть притяжение, которое выше его. Здесь действительно вы очень понравились мужчине как женщина. Очень. И красавица, и умница, и секси, все вместе. Но он говорит о том, что вы хотите замуж, и вы ищете серьезных отношений. Вы ищете серьезных отношений и вложений в себя. Как-то вы ему это обозначили сразу же. И правильно, девочки. Обозначайте всегда все сразу. Вот, значит, вы ему это обозначили, и его это очень сильно смутило, потому что он говорит, нам придется завершить наши отношения, которые еще не начались, по простой причине. У нас разный поиск, да, то есть мы ищем разного с этой женщиной. Она ищет семьи, она ищет совместного быта, совместных вложений в этот быт. А я ищу легкости, секса, какого-то флирта и радости жизни. Вот так, у вас разные приоритеты. Вот, поэтому, значит, что он еще говорит? Он говорит, я готов ей предложить легкое, необременительное общение, скорее всего, в переписке в основном, да, где мы будем радовать друг друга эротическими какими-то фото, возможно, или видео, вот, словами, опять же, и время от времени встречаться для того, чтобы, значит, все это между нами произошло. Вот, значит, это то, что он готов вам предложить. Но он также не совсем идиот, да, и понимает, что вы на это, скорее всего, не согласитесь, потому что вы уж больно крутая, звезда и жезловая королева. А также о чем он думает? Он думает о том, что вы считали его нутро. Он говорит, она как-то на меня так то ли смотрела, то ли задавала какие-то вопросы провокационные, что она считала мое нутро, она считала, кто я, что я, и скорее всего, она сама не пойдет дальше. Она сама не пойдет дальше, потому что она увидела уже на сегодняшний момент, что я не собираюсь предлагать ничего серьезного. Я как только чувствую ответственность, да, которую на меня пытаются возложить, я убегаю, я начинаю вести себя как идиот. Вот. И могу вообще исчезнуть. Короче говоря, основная мысль здесь, что вы слишком круты для этого мужчины, что он не допрыгнет до вас. Это раз. Второе, он не ищет серьезных отношений, не собирается их строить. Это два. И третье, это то, что ваши отношения придется закрыть, ну вот, скажем так, прямо сейчас, да, когда они еще толком не открылись. Хорошо. Ну, давайте его намерения в вашу сторону посмотрим, да. Мысли, в принципе, здесь уже о многом нам рассказали. Тем не менее. Тем не менее. Угу. Намерение. Удовлетворить свое эго, получить от вас то, что ему необходимо, победить вас, завоевать. Короче говоря, девочки, здесь я думаю, что как-то вам нужно
перестать рассчитывать на этого мужчину, выкинуть его из головы. Ну, встретились и встретились, да и бог с ним, да, как говорится. Он хочет просто спать с вами, пользоваться вами. Здесь человек чистый абьюзер, чистый просто абьюзер. И ему хочется самого такого низкочастотного секса, самого низкопробного общения. Он ничего не готов вкладывать, он ничего не готов давать в этих отношениях. Использовать. Я хочу ее победить, я хочу ее завоевать. Знаете, такое ощущение, принудить ее к сексу, принудить ее к определенным отношениям, которые ей ничего не принесут. Вот и все. Здесь мужчина ищет себе сексуальную рабыню и человека, который будет удовлетворять какие-то его пожелания в сексе, может быть, весьма своеобразные. Вот так. Благодарю вас, девочки. Новый знакомый проверки не прошел. Двигаемся дальше. Двоечки. Угу. Бывшая звезда, то есть это человек, который, может быть, был спортсменом каким-то знаменитым, может быть, певцом, музыкантом, поэтом, писателем, а сейчас с Олимпа немножечко сполз, я бы так сказала, да. Значит, мужчина, у которого серьезные проблемы в деньгах, который пытается, вы знаете, в разговоре компенсировать тему денег темой эмоций и чувств. Он говорит о том, что да, может быть, я не богат, может быть, я не зарабатываю так много, да, как тебе нужно, но я могу любить тебя, я могу тебя там целовать, обнимать, целыми днями сидеть рядом с тобой, смотреть на тебя, да, и там, я не знаю, гладить тебя по головочке, чтобы ты была счастлива. Вот, значит, здесь у человека, ну, были какие-то достижения, как он говорит, да, в жизни, и потом что-то пошло не так. После этих достижений уже, ну, вроде как карьера какая-то закончилась. И он себя в сфере зарабатывания денег не видит. Такой вот человек. Вот, значит, где-то он работает, безусловно, что-то немножечко он зарабатывает, но у него очень много долгов. Перевернутая пятерка пентаклей, да, одна из первых карт. Очень много долгов, очень много финансовых обязательств, которые он не знает, как закрывать. И, может быть, даже смысл его поиска женщины, да, именно в том, чтобы она ему закрыла вот эти вот все финансовые пробелы. Человек-обманщик, человек очень лживый. Вообще не надо верить ему, не надо верить каким-то речам его. Он очень часто врет, что он куда-то уехал по каким-то делам, еще что-то. Может делать вид, что ему звонят. Здесь вообще какой-то лгун, если честно, пришел. И все время переключает внимание на эмоции. То есть давай не будем говорить о деньгах. Слушай, да, у меня там куча бизнесов, я не хочу тебе ничего рассказывать, давай поговорим о тебе. Давай я расскажу тебе, какие у тебя глаза, я расскажу тебе о твоей уникальности. Ты такая талантливая, ты такая прекрасная, и т.д. и т.п. И все подальше от денег. И все, чтобы только вы не узнавали, что у него есть, да, в его возрасте, что он может предложить в его возрасте, потому что кроме как писю свою и какие-то бла-бла-бла красивые слова предложить он ничего не может. Значит, как показывает опыт, да, потому что ко мне обращается очень много людей, очень много людей. И как показывает мой опыт, как таролога, как психотерапевта, да, нереализованный мужчина, особенно мужчина, который когда-то был звездой, да, в любой сфере, да, значит, нереализованный мужчина очень недолго говорит красивые слова и очень недолго эмоционально показывает женщине, как он ее любит. Отсутствие реализации, особенно у мужчин, всегда дает очень жесткий характер. У этого человека вскоре, да, наступит жесткая перемена в его поведении. Из вот такого вот всего
лапочки приятного, да, как бы, который вас любит, который давай про деньги не будем, давай о тебе, я тебе сейчас сделаю массаж ног, давай, почему, что у тебя головка заболела, да, вот такого заботливого товарища, он очень быстро превратится в жесткого деспота, потому что эти мужчины мстят своим партнершам, своим женщинам за отсутствие реализации. Каждый человек должен реализовываться в чем-то, а мужчина в особенности, он для этого рожден мужчиной. Стержень мужской у него для этого есть. И тестостерон, конечно же. Вот, значит, здесь нам показывают, да, как мужчина вливает в уши, очень много врет, очень много преувеличивает свою значимость и пытается разговорами о любви, какими-то любовными действиями закрыть тему о деньгах. Человек жадный, человек, кстати, жадный человек, который любит роскошь, очень тоже забавная история. То есть он хотел бы жить в роскоши, он хотел бы кайфажорить, отдыхать целыми днями, вообще не работать от слова совсем. При этом, чтобы денег было валом, чтобы он ездил на шикарной машине и на шикарные курорты отдыхать. Но работать он при этом не должен. Да? То есть как бы человек хочет кайфажорить, хочет получать от жизни все, не работая, и при этом он страшно жаден. Скорее всего, жаден он не к себе, жаден он к окружающим его людям, да, а вот для себя ему ничего не жалко. Но сейчас взять неоткуда. Здесь человек в долгах, как в шелках. Девочки, прям red flag, red flag. Хорошо. Что он думает о вас? Что он думает о вас, этот человек? Так. Он думает, что ничего не срастется, ничего не будет, потому что вы такая же, как и он. Он видит в вас человека, очень похожего на себя. Тоже бывшую звезду, почему-то он говорит, звезда, которая не состоялась. Может быть, какой-то ваш разговор, да, вы что-то такое рассказывали о себе. Он говорит о том, что вы не та женщина, которую он ищет. Он ищет себе женщину, способную создать ему настоящее, способную создать ему зону комфорта. У него нет денег. Этот человек обманщик. Все, что он о себе рассказывает, это все большой обман. Вот, значит, ему нужна женщина, способная его обеспечить. И он такую женщину себе выбирает и ищет. В вашем же случае, да, что я вижу? Он говорит, что вы не обладаете тем количеством денег, которое ему нужно. Вы не обладаете слабостью, да, потому что ему нужна женщина с деньгами, с благополучием каким-то созданным, да, но при этом женщина, которую можно управлять через чувства, да, через воздействие на нее определенное, ментальное, да, там какое-то такое словами. Вот. А вы не такая женщина. Первое, у вас нет большого объема богатства, как он говорит. Второе, вы обладаете силой сопротивления, ему это не нравится. Вот, ну, то есть недостаточно слабая. А третье – это то, что вы знаете, очень в депрессивном состоянии находитесь. То есть он говорит о том, что для того, чтобы ее зацепить, и для того, чтобы ее вывести, да, как бы из этого состояния, потребуется очень много энергии, энергетических вложений.
Вы очень грустная, вы какая-то сконцентрированная на прошлом, может быть, все эти разговоры между вами были, да, и он говорит, на нее идет много времени. Тут, понимаете, отношение к вам этого человека, да, оно с позиции абьюза, оно не с позиции чувств, а слова совсем. Ни чувств, ни какой-то симпатии, да, хотя бы элементарной. Здесь смогу я ее юзать или не смогу? Похоже, что не смогу. Нужно будет слишком много энергии вкладывать в нее. Не факт, что получится, потому что она еще и такая достаточно сильная женщина. Вот. Да и денег у нее особенно нет. Как-то так это выглядит, мысли о вас. Да? Здесь, кстати, в этих мыслях вас практически нет. Есть как раз такое намерение, которое не получится реализовать. Хорошо, мы сейчас, тем не менее, еще его намерение просмотрим. Ну, слушайте, ха-ха-ха. Вы встретились с мошенником, с абьюзером. Это классический альфонс, который будет все что угодно делать, чтобы вы ему поверили. Да? Но он не хочет с вами связываться, потому что, ну, как-то вот не того поля ягодка, я бы так сказала. Вот. Его намерение – манипулировать эмоциями, манипулировать любовью, привязать вас к себе через любовь, через слова, через то, чтобы вы поверили, что вы ему очень сильно нужны. Далее, значит, начать манипулировать отстранением, игнором и ждать какой-то вашей реакции. Говорить вам о том, что вы не случайно встретились, что вы роковые люди друг для друга, что это карма, и вам нужно быть вместе в любом случае. То есть внушать вам подобные вещи. А далее вас просто обокрасть по 5 пентаклей. Здесь человек хочет взять с вас деньги и исчезнуть по дураку. Это мошенник. Благодарю вас. Позиция номер 3. Да елки-моталки. Этот человек часто сталкивается со смертью. Просто смерть, смерть, смерть кругом. Слушайте, 10 мечей, смерть, 9 мечей, 2 мечей перевернутая. Ну, как бы я понимаю, да, что, скорее всего, мы смотрим с вами на живого человека, поэтому трактую таким образом. Да, этот человек очень часто видит в своей жизни смерть. Он или с ней работает, с этой смертью, да, или как-то вот он в какие-то ситуации попал такие, что видел, да, недавно большое количество смерти. И сейчас у него все стоит, знаете, на грани. В его психике есть некая такая грань между живыми и мертвыми. Этот человек, ну, грань эта очень размыта, очень размыта. Он очень сильно травмирован тем, что он видел. Или конкретной ситуацией, или тем, что он видит ежедневно. Очень сильно травмирован. И он говорит, что его психика не была готова к подобным вещам. Значит, ощущение, что он поехал куда-то за деньгами, зарабатывать, но сейчас он не рад этим деньгам, если они есть, да, может быть, их и нету. Он не рад уже ничего, потому что способ заработка, да, непосредственно связан со смертью. И он говорит, я не думал, что будет так, я не готов к этому, я схожу с ума, я постоянно страдаю и физически, и психически, да, и я не знаю, что мне делать. То есть сейчас вот этот человек в какой-то патовой ситуации находится, потому что ему вот прям совсем худо.
совсем худо. Да, какой-то ваш новый знакомый, не знаю, откуда он, да, тут, возможно, даже знакомый по переписке, а может быть, он в какой-то зоне боевых действий находится, да, потому что здесь прям вот смерть, 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 как я боюсь, как я не хочу, я не готов к этому, я это все не хочу видеть, спасите, помогите. То есть вот такая ситуация здесь у человека. Вот, может быть, и скорее всего вы общаетесь по переписке, и он говорит вам о том, что он жертва каких-то обстоятельств, потому что он и видит себя жертвой обстоятельств, что вот он оказался где-то волею судеб, да, где происходят какие-то страшные вещи, и он и рад бы оттуда выпрыгнуть, но не может он выпрыгнуть, понимаете? То есть ему как будто бы недозволено выпрыгнуть. Вот, значит, а в миру, назовем это так, это жезловый король. То есть он говорит о том, что когда-то давно я был настоящим жезловым королем. Я был человеком, который движется к цели. Я был человеком, который постоянно что-то достигает, открывает какой-то бизнес, человеком, который хотел жить и был наполнен этой жизнью. Но сейчас я вообще растоптан, и я не знаю, что мне делать, потому что я то ли очень сильно ошибся, сделав выбор, то ли не в ту профессию, то ли не в то место, то ли я поехал там не в ту страну, понимаете? Здесь идет разговор об ошибке, которую он сделал ради денег. И эта ошибка стала для него фатальной, поставив и его собственную жизнь на вот эту грань между жизнью и смертью. Человек сейчас очень боится, очень жалеет о каких-то своих решениях, и его прям очень сильно колбасит. Хорошо. Что он думает о вас? Что он думает о вас? Так, что он думает о вас, что вы его любовь, вы его спасение, и, к сожалению, вы находитесь на большом расстоянии от него, и все, что между вами есть, может как бы никуда не развиться. Человек любит вас. Десятка кубков, туз кубков, четверка жезлов, да, то есть здесь идут карты, которые говорят о любви и о том, что он любит вас, но он не может сейчас быть с вами. Он вообще не уверен в том, что он выживет, не уверен в том, что вы увидитесь вживую. Короче говоря, здесь патовая какая-то ситуация, реально, у него очень серьезные переживания. Значит, скорее всего, действительно знакомец по переписке, или же виделись, может быть, 1-2 раза, и потом он уехал вот туда, да, где смерть на каждом шагу. Вот, значит, здесь мужчина, который испытывает к вам чувства. Может быть, эти чувства сейчас сильно обострены тем, что он видит вокруг себя. Вот этой патовой ситуации, да. Но он вот прям говорит, да, что он думает о вас, что я люблю ее. Я ее очень сильно люблю, и это женщина для серьезных отношений. Это женщина, которую я хотел бы видеть в своей жизни, да, своей женщиной, но я боюсь, что я не смогу к ней приехать, да, не доживу. Я боюсь, что я
ну, как бы, что ничего у нас не получится, что это все останется мечтой. И все мои чувства, они выльются рано или поздно, потому что именно обстоятельства против нас. Да, не я не хочу, не меня там что-то удерживает, какие-то внутренние переживания, а обстоятельства против нас. Он устал об этом думать, у него разламывается голова от каких-то деструктивных мыслей. Он не знает уже вообще, что ему делать, как ему освободиться. Он говорит: я связан по рукам и ногам. Здесь человек, правда, не может принимать решения, он не свободен. И он говорит: я связан по рукам и ногам, но я ее очень сильно люблю. Десятка кубков, влюбленные, туз кубков. Здесь как бы вот, ну, все про любовь, понимаете? Что он думает о вас? Он думает, что он вас любит, он и чувствует это. Он и чувствует это. Он думает, что он вас любит, но между вами невозможно ничего, потому что я не смогу к ней приехать. Я не доживу. Здесь буквально об этом говорится. Понимаете? Буквально об этом. Есть чувства, есть мысли, ну не то чтобы зацикленность, да, концентрация на вас. Вот. И единственное, что он говорит, это мне может помочь судьба. Да? То есть если судьба поможет нам или мне, тогда, возможно, мы будем вместе. Давайте, знаете, намерение его. Если бы вот все-таки ситуация улучшилась, то каковы его намерения? Двигаться к вам, строить общие планы. Любовь, десятка кубков, четверка. Ой, простите. Простите, пожалуйста. Правду говорю. Значит, смотрите, здесь, если убрать ограничивающие обстоятельства, место, где он сейчас находится и где его удерживают, возможно, да, то этот человек очень хотел бы шанс на любовь, шанс на брак с вами. Десятка кубков, четверка жезлов, туз пентаклей, двойка жезлов. То есть он хочет совместных планов, он хочет отношений, он хочет любви, он хочет семьи. Ему бы выбраться вот оттуда. И намерения здесь, девочки, самые светлые. И гармония. Слушайте, спряталась умеренность у меня под десяткой кубков. Он хочет гармонии, он хочет спокойствия, спокойной, гармоничной любви, спокойной, гармоничной семьи с вами. Человек вас любит, новый знакомый, не новый знакомый, но вы успели проникнуть к нему в сердце, проникнуть к нему в душу, создать вот эту любовь. У него очень такие хорошие, серьезные, чистые намерения в вашу сторону, но какое-то очень серьезное «но» здесь присутствует. Благодарю вас, мои дорогие. Вот такой получился у нас разбор. Надеюсь, что вы получили свои ответы, и кто-то задумается. Да, первые две позиции очень были такие щекотливые. Тут стоит прям 10 раз подумать. Еще раз вас благодарю. И хочу, как обычно, пожелать вам встретить свою настоящую любовь и не потерять в ней себя. Ну а мы увидимся с вами в следующих видео. Пока-пока.